Здравствуйте. Знаете, вы, наверное, у него спрашиваете, как мне быть с тобой, что делать, что будет в этих отношениях. Давайте поговорим с вашим мужчиной. Это может быть вот так мистически, когда он может быть в другом месте, даже в другой стране или городе, или на работе, или вы еще вместе не живете, а может быть, что вы сидите на одном диване, понимаете, и разговор все равно не получается. Давайте с ним поговорим. Карта Ленорман ответит на все ваши вопросы. И еще будут советы ангелов. То есть это высшие силы вам посоветуют. Я карты открою в конце расклада. Высшие силы вам посоветуют, что делать. Карты ангелов вам откроют все, подсказку дадут. А расклад будет такой бытовой разговор с ним на картах Ленорман. И разговор более, знаете, такого плана на далекое будущее, да, потому что именно на дальнее будущее смотрят ангелы. Вот здесь будут эти 4 карты откроют. Я сделаю это в конце, чтобы не путать ничего, чтобы все было четко по схеме и для вас понятно. Итак, с ним разговор откровенный. Знаете, я когда говорю «здравствуйте», кстати, я не говорю «здравствуйте всем», как вы заметили, никогда не говорю «здравствуйте всем». Знаете почему? Потому что вы сейчас ведь одна в комнате, да, я не собрала аудиторию, да, и это не моя цель. Это моя цель – помочь вам. Хоть это и общий расклад для всех, но не в этом суть. Потому что сама Вселенная вообще, мы уже понимаем, что она у каждого своя. И через универсальные образы, например, все образы на Земле и в звездах, каждый видит это по-своему. Поэтому это очень и очень индивидуально для вас. Поэтому я говорю «здравствуйте». Обращаюсь именно к вам, когда вы сейчас нажали «посмотреть». Сейчас это ваше время. Ваше квантовое время, ваше эзотерическое время, тот момент, когда вы решили, я посмотрю это видео. А разрешили, я здесь все вам открою. Знаете, что я делаю? Я делаю предиагностику, если вы догадались. И у меня здесь 2 пары, но я буду брать вот эту пару. Это вы, вернее, это он, да? Это он, это мужчина. И теперь буду искать вас. Здесь 2 пары, это помогает иногда понять, потому что, давайте я вначале их поверну к вам лицом, да? Потому что, может быть, другие люди задействованы, здесь будет все видно в раскладе, а может и нет, скорее всего, что нет, потому что он смотрит на карту верности, лилия, и он будет меняться в лучшую сторону. А сейчас я выберу вас. Он с левой стороны, вы будете с правой стороны. То есть вы будете смотреть направо. Смотрите, вот вы смотрите направо, карта перед вами и карта после вас. Все понятно, все четко. 2 пары, они смотрят друг на друга, то есть 2 разные пары здесь в этой колоде. Это предиагностика всего лишь, а потом будет полный расклад. Вызываем его на разговор. Вызываем его квантово, вызываем вашего мужчину и спрашиваем: дорогой, что будет дальше? Да? Что будет дальше? Что происходит сейчас? Как мне быть с тобой? Как мне с тобой вообще общаться? Как до тебя достучаться? Как сделать так, чтобы ты меня услышал? Он готов к этому. Вот все, что хочу здесь сказать, здесь все очень просто. В Ленорман всегда просто. Он готов к разговору такому. Он сам ждет этого разговора, не знает, как начать. Понимаете? Он не знает, как начать этот разговор. Или начать, как правильно сказать. Не знаю, девочки. У каждого свой сленг. И это же разговорный язык, да? Смотрите, это что такое? Ну, был какой-то змеиный разговор. Был какой-то змеиный разговор, да? Может быть, он себя вел как змея, подколодная, можно сказать прямо. Понятно, да? Может быть, были задействованы другие люди в разговоре, или же вас обсуждают другие люди. Змеиные разговоры идут. Смотрите, какое здесь поле, все в цветах. И вроде вы должны петь птицы, веселые, счастливые песни, и вдруг раз змея, раз яд какой-то, да, был направлен в сторону вашей пары. Может быть, был наговор, была какая-то сплетня, вы знаете от кого. Это может быть 4 человека вовлечено, даже 6. Разговор был недавно по ранней дорожке.
это значит недавно, о вас. И они продолжаются, эти разговоры, змеиные друзья. Я хочу сказать, что 21 век – это квантовый век, когда мы немножко друг друга отдаляемся, и это хорошо. То есть, как социум, как люди, вы от друг друга не отдаляетесь. Я, кстати, сейчас вам вашу предиагностику расскажу. Наоборот, вы направляетесь друг к другу. Но я имею в виду, люди чужие отдаляются. Это правильно. Это правильно, потому что все эти века, когда люди были так, знаете, близко друг к другу, было много вражды. А сейчас каждый в своем мире начинает себя познавать. Поэтому век Водолея – это век познания себя. Но у вас есть партнер, и это самое главное. Нам вообще, по сути, не нужны друзья, если у нас есть любимый человек. Нужны друзья такие, как я, ненавязчивые, которые пришли и ушли. Понимаете? Придут опять, если вы вызовете их. И они не будут вас критиковать и настаивать ни на чем. Потому что это дружба виртуальная. Кто там ее хает, но это, знаете, это люди, которые не хотят меняться, не хотят идти в ногу со временем. Зачем вам эти змеиные разговоры тех, которые плотно следят за вашей жизнью в соцсетях? Зачем они вам нужны? Девочки, не очень-то выставляйте там свои фотографии сильно в фотошопе, да? Потому что, понимаете, девочки, зависть-то никто не отменял, как говорится, да? Я бы сказала, подруга какая-то, с которой вы встречаетесь или на работе, или соседка, вы с ней недалеко живете и встречаетесь часто. Может быть, давняя подруга. Это может быть тоже родственница, да, это может быть сестра, которая вам завидует. Ведь самая сильная зависть – это среди самых близких людей. Называется siblings rivalry, кто не знает. То есть во все века это было, и потому что мы можем сравнивать, да, что такое зависть. Это вообще нереально, потому что у всех разные ситуации, но зависть между сестрами и братьями она очень сильная, потому что якобы кажется, мы из одной утробы вышли, да. Утробы, я помню то, что сказала, но вы поняли меня. Но это все не так. В любом случае вы родились у своих родителей в одно время, ваша сестра в другое время, разные обстоятельства, все люди разные. Но сестра не оставляет, вцепилась как змея. Или же, это я пример привела, у вас может быть другая ситуация, кто вцепился, свекровь. А вы знаете, что в прошлые века, теперь статистику подняли, много было статистики, когда свекровь отравляла свою невестку. Какой ужас, да? Какой ужас! Какие преступления были. Вот теперь уже век Водолея, еще раз повторяюсь, он лучше. И мы понимаем в наш век Водолея, что можно просто сделать так раз. Поняли, да? Не слушать эти разговоры. Потому что как они могут на вас влиять? Подождите, я еще пару слов скажу. Когда, смотрите, он вас любит сердечно. Карта Лилии, он хочет с вами всегда быть. Это карта верности. Плюс корабль говорит о том, что он готов к переменам. Он готов не слушать это. Кстати, еще не показала вам эти карты. У вас будут перемены. И у него, и у вас перемены в лучшую сторону. Вы к нему придете, он к вам придет. Он покажет вам, что он стабильный, верный человек, достойный вас. А вы покажете ему, как гармонично вы относитесь к отношениям, и как по-взрослому вы их понимаете. Здесь именно по-взрослому. Сад вместе с картой всадник. Если мы разделим вот эти две карты, да, сделаем такую магию, мы посмотрим, что именно гармоничное отношение и взрослые отношения, ваше к нему и его к вам, поспособствует тому, чтобы вы были счастливы. Ну что ж, начинаем смотреть дальше. Его тайные мысли, сексуальные тайные мысли. Карта Медведь – это его сексуальные тайные мысли. Он о вас мечтает, он страстно хочет вас, да, можно сказать. Ну, понимаете, Медведь – карта такая неоднозначная, как все здесь. И мать Треф говорит о том, что он относится к вам. Вот трефовая масть вместе с королем пик здесь, как взрослый мужчина, который видит семью как деловые отношения. А это самое лучшее. Самое лучшее. Вообще в этой... Я вообще Толстого не очень-то, да, но неважно, как называется-то, Анна Каренина, да. Так вот, муж Анны, это было лучше, чем этот Вронский. Да, ну,
Толстой вообще, он жизни мало знал, он такой был весь, да. Так вот здесь, ну я не говорю, что у вас будет старый муж, как да, Каренин, нет. Просто мужчина, который серьезно относится к браку. Все, что я хочу сказать. И именно в этот момент он начинает быть таким мужчиной. Девочки, все люди хотят быть лучшими. Вообще нет такого человека, но если он сайкопат, ну такие бывает редко. Смотрите осторожно, если он особенно харизматичный такой придурок, он точно с ним что не в порядке. Я знаю, девочки смотрят на таких, потому что такие вызывают сексуальное бешеное влечение, но имейте с ним эту близость и гудбай скажите ему, проявите себя как амазонка и ищите себе, ну не Каверина, не такого зануду, но стабильного мужчину, стабильного медведя, который за вас порвет весь мир, создаст вам уютный дом, треф, деньги хорошие, прибыль хорошая у него будет, и он будет верен вам всегда. Такой мужчина теперь у вас вот будет на пороге, потому что всадник на пороге. И где вы встретите его? Когда выйдете в люди. Когда выйдете в люди, правильно выйдете в люди, по-взрослому. Для чего вам этот мужчина нужен? Для жизни в доме. Потому что медведь вместе с картой дом говорит о том, что такой мужчина вам нужен для счастья в вашем доме. Так вот, что у него в тайных мыслях? Он очень хочет быть лучше, чем он есть. Очень хочет этого всего, потому что я только что объяснила эту карту. А в ваших тайных мыслях вы хотите иметь стабильный, хороший, счастливый дом. Ну, это же такие мысли, да, чисто человеческие. Девочка в детстве делает этот домик, да, потому что она себя программирует на счастье. Кто там говорит? Программирует на счастье себя ребенок. Ребенок самый умный. Вот, и вы должны вспомнить себя девочку, которая рисовала этот домик. Дымок, там дорожка, это же все здесь нарисовано. И идет к вам счастье. У меня девочки здесь свет немножко забивает. Такой луч света идет, да. Итак, его тайные, это было его тайное чувство, да, тайные мысли. Тайные мысли. Вот опять что-то новое, видите, ребенок. Ну, может, он детей хочет с вами. Это тоже может быть. Но тоже тайные чувства у него. Ну и мысли и чувства, это в принципе одно и то же. Девочки, если я там что-то перепутала, например, это назвала мыслями, это чувствами, я не перепутала. Значит, так нужно было, чтобы эти слова я сказала. Так что такое дело. Вот смотрите, здесь перемены, здесь перемены. Перемены какие? К лучшему, потому что защита дается вам, защита высших сил. И его защита. Медведь это четко мужчина. Постоянный, кстати, 15, 1 плюс 5 это 6, 6 постоянства. И еще перемены будут стабильные, потому что 1 плюс 3 – 4, стабильность, ребенок. Стабильные перемены в лучшую сторону у вас будут. Это его такие тайные мысли. Он очень мечтает об этом и хочет вас удивить какими-то, может, новыми подарками. А у вас тайные мысли или чувства, все то и другое, да? Понимаете? Вы себя спрашиваете миллион раз, он ли по судьбе, он ли это, он ли это. А у меня к нему страсть есть, но будет ли он тем порядочным, он ли по судьбе. А понимаете, есть такой контингент слушателей, это несколько процентов, она мне даже пишет в комментариях, я смотрела на бывшего придурка. Зачем ты смотрела на бывшего придурка? Зачем ты в эту рану туда, это самое, понимаешь, режешь себя ею? Не нужно смотреть на бывшего придурка. Если мы будем смотреть на них, на этих придурков, что мы делаем? Мы программируемся на нового придурка, понимаете? Зачем? Смотрите здесь на этом раскладе нового прекрасного человека, который по судьбе. Это несколько процентов только таких людей. И я вас люблю тоже. Я хочу вам помочь. Я понимаю, что вы настрадались, поэтому у вас вот такая боль, да, вы хотите услышать опять, что он плохой, потому что он очень больно вам сделал, и нужна обратка. У меня есть обратки для этой цели. А на раскладах, если у вас нет мужчины, бывший есть, нет мужчины, смотрите, залечивайте раны, зализывайте раны, да, как этот медведь, и идите дальше, потому что здесь встреча гармоничная, прекрасная у вас, которая приведет к счастливому дому, который вам по судьбе. Если у вас есть мужчина, и он теперь со своим планшетом на соседнем кресле сидит, да, и вы смотрите на него и думаете, а что у него в голове вообще? Почему он со мной не разговаривает? Девочки, потому что дома хочет отдохнуть, но не хочется ему опять вот эту... Ой, он с вами маску снял, скажите ему спасибо. Он как есть, какой есть. Это же значит, что доверяет вам. Это же значит, что доверяет, любит вас и доверяет вам, понимаете? Так что это все хорошо.
Это по судьбе, это хорошо. Вы очень хотите себе счастья и покоя. Вам надоели разборки. Что он будет делать? Смотрите, что он будет делать. Все четко, да? Что вы будете делать? Или какой совет вам дать, да? Смотрите, здесь тоже очень четко. Карты гадают. Ой, как они шикарно гадают. Итак, что он будет делать? Он будет стремиться создать с вами семью и угодить вам, потому что аисты, когда идут перемены, во-первых, да, аисты птица перелетная, и она возвращается в гнездо, то есть вернется счастье. А также аисты означает домашний уют, рождение какой-то новой мечты. Вообще рождение детей – это не единственное, что должно рождаться у людей, понимаете, особенно сейчас. Будут рождаться новые прекрасные связи с вами, да, с друг другом. Будут рождаться новые такие узелки, такие новые прекрасные якорьки, которые соединят вас вместе. Да, якорь – это хорошо. Он может быть плохой и хороший. Плохой якорь, когда вы в прошлого придурка идете, но я только что объяснила. А здесь новые прекрасные якорьки такие создаются в ваших отношениях, где есть что вспомнить, где у вас уже свои традиции образовываются, свои ритуалы любовные. Вот это то, что будет. Вот это к чему он стремится. И он все для этого сделает. Все абсолютно. Потому что он тоже хочет быть счастлив. Понимаете? Все очень просто. Он тоже хочет быть счастлив. И он все для этого сделает. С вашей стороны вам совет – это рыбы. Просто любить жизнь. Вот и все. Но я же читаю карту по отдельности, девочки. Ну, Ленорман и вообще второй нигде так не делается, да. А карта должна, она резонирует со всем, что есть. Особым образом. И повторить расклад практически невозможно, потому что вариантность, она миллионная. И здесь именно дом, книга и рыбы, да еще и эти две карты, да, говорит о том, что просто любите жизнь, любите свой дом. Если мы идем в дом и говорим, не люблю свой дом, что будет? Подумайте, домовой даже выскочит из этого дома, да? Что я делаю, например, да, я вот сейчас, например, да, если я не люблю свой дом, что будет? А я свой дом люблю. Да, я думаю, может быть, нужно переехать, но не сейчас. Я свой дом сейчас люблю. Но это я не о себе говорю, я говорю о вас, кто сейчас смотрит. Я сейчас люблю то, что у меня есть, и мне будет дано лучше. Вам предлагается быть больше оптимисткой, потому что расклад очень оптимистичный. Он говорит, люби свою жизнь, люби свой дом, люби свой род. Потому что род тебе что-то скажет. Это какие-то вещи, сны. Вот это, кстати, архангел Рафаил здесь, в зеленом. И архангел Рафаил – это архангел судьбы. Он вам показывает вашу книгу жизни. Он открывает для вас эту книгу жизни при Луне. Понимаете, Луна – это покровительница предсказаний. И здесь вы записываете в своей хронике Акаши новые страницы счастья. Почему счастье? Потому что в доме, потому что любовь, потому что деньги, достаток и полнота чувств. Карта рыбы – это всегда чувства, и деньги – это всегда, когда хорошо. Бывает ли любовь без денег? Да, бывает, но короткая. Да, яркая, да, вспышка. Бывает, и это хорошо тоже. Но потом нужны средства, чтобы жить. Если средств нет, даже милые начинают ругаться. Поэтому, может быть, вы себя сейчас нашли в такой ситуации, и поэтому для утешения вам вышла карта рыбы, которая говорит, будут деньги для нового дома. С кем? С ним. И вы будете счастливы. И у вас будет встреча с счастливой судьбой. Будет его прекрасное отношение к вам, его страсть, его любовь, его обожание. Он меняется. Меняется как? В лучшую сторону. Почему? Он взрослеет. И вы тоже меняете в лучшую сторону. Я уже говорила слово «взрослеет», и это, наверное, ключевое слово для этого предсказания. Он и вы взрослеете в этих отношениях. Он и вы начинаете больше чувствовать друг друга и понимать, что друг другу нужно в данный момент. И вы бросаете придирки. Вы как пара. Вы, я имею в виду, как пара. Что может быть лучше этого расклада? Потому что здесь мы видим аисты. А аисты – это, конечно, когда вы счастливы, когда есть вот такая заря, да, заря. И идет ритуал, который привлекает мужчину. Наверное, в принципе, это тоже вызов мужчины для некоторых. И это привлечение любви в вашу пару, если любовь вот как бы замерла. Не умерла, а замерла еще. Вот она никуда не идет. Есть такие перепады у людей, да, когда все идет хорошо, потом замирает, потом опять хорошо, потом опять замирает. Вот так, в принципе, жизнь не идет. Поэтому здесь для вас рекомендуется просто знать, что все будет прекрасно.
Карты очень четко и подробно протрактовала вам. А сейчас я беру вот карты ангелов для совета. Девочки, не уходите. Совет высших сил, которые только что для вас работали, он необходим. Вы знаете, кто хочет галопом по Европам, наверное, вы должны знать, что не работает это. Не работает. Вы же не идете к одна гадалка, потом другая. Одной заплатили и не услышали, что она сказала, побежали к другой. Такого не бывает, да? А в 21 веке платить вообще ни за что не нужно, потому что интернет дает возможность всем получить свои подсказки вот таким магическим образом. Так что единственное, что нужно это воспринимать не так, как бывает, а серьезно относиться, дослушать до конца, да, потому что некоторые говорят, бесплатно, там чуть послушаю, там чуть послушаю. Нет, так не работает. Абсолютно. Поэтому слушайте дальше. И первая карта будет для знаков стихии огонь. Это овны, стрельцы и львы. Девочки, у вас все стихии есть. Смотрите по солнцу. Стихия по солнцу самое главное, остальные подсказки и добавки. Итак, смотрим главную стихию, если вы к этим относитесь знаком. Что вам вышло? Эта карта, я ее прочту на том языке, на котором написано, чтобы вызвать этот дух карты, да? Дух этого ангела. Это чакровый ангел, то есть чакры – это системы такие энергетические в вас, которые дают вам гармонию именно внутреннюю. Но гармония внутренняя, без нее нельзя быть счастливым. Это стабильность и ментальная, и физическое, сексуальное, все такое, да? Abundance, mind, set. Смотрите, mind – это ум, а set – это как вы построите свой ум. А abundance – изобилие. Так что в своем уме изобилие карт. Вот карты гадают, да, как рыба – это изобилие. В своем уме вы должны строить картинку лучшего будущего. Обязательно. Без этого никак. И здесь написано, что ваше изобилие должно приходить от того, что ваш божественный компьютер или ваш ум, он делает картинку будущего. Потом вы начинаете ее проживать. Обращайте внимание, что вы думаете, о чем вы говорите, с кем вы разговариваете, очень важно, да? Обращайте на это все внимание, то есть следите за собой. За другими людьми, девочки, следить не нужно, нужно следить за собой. Если мы, кстати, и следим за другими, там, celebrities, то есть какие-то звезды, мы просто понимаем, что их символизм того, что с ними сейчас происходит, он как-то влияет на нас. То есть нам секреты нашей жизни открывает. Вот вам секрет выдала, как следить за знаменитостями. Очень хорошо. Так что если вы относитесь к львам, овнам или стрельцам, вам, может, йогой можно заниматься. Я йогу не очень рекомендую, потому что люди со слабым мышечным тонусом очень вредно заниматься йогой, да. Или же йогой просто медитацией, просто заниматься медитацией. У меня, кстати, есть аффирмации, медитации, все бесплатно, можно посидеть или так лечь. Если у вас мышечный тонус плохой, будьте осторожны с йогой. Тоже карта предупреждает. Займитесь вначале укреплением мышц, а это прогулки, пробежки, не обязательно пробежки, прогулки, может быть, какие-то танцевальные движения, немножко, может, пилатес, такие силовые, да, или советскую зарядку, помните, на зарядку становись, это лучше всего. И чуть растяжки, конечно, не повредят такие с йоги. Извините. Следующая карта. Это для уважаемых знаков Земля. Сюда относятся тельцы, девы и козероги. Сейчас мы посмотрим советы ваших ангелов, покровителей и хранителей. Итак, карта говорит, будь смелее, спроси о помощи, прими эту помощь и помогай другим. То есть спроси его о помощи, прими его помощь и помоги ему. Здесь идет речь только об отношениях. Have courage to ask for and accept and help. То есть здесь такой обмен энергии, да? Обмен энергии. И ангелы говорят, что что посеешь, что пожнешь, типа, что-то такое, да? Так что будьте к нему ласковее, и он будет к вам ласковый. Если трудно, если вы только поссорились, можно быть ласковой просто глазами. А ласка, кстати, может выражаться в том, что вы просто не ответите на грубость, да? Либо же не скажете следующую грубость. Кстати, это не вас касается, а его. А вы спросите, как так, я ведь смотрю. Но я уже говорила, девочка, на других раскладах, что когда вы смотрите, он тоже смотрит.
Это безусловно. Потому что квантово вы частички одного целого, а значит, он тоже присутствует на раскладах. Итак, что дает этот расклад? Именно эта карта для вас. Если у вас главный знак относится к знакам Земли, то есть знак Солнца. Понимаете, ангелы посылают вам вот такие поцелуйчики. Поцелуйчики от ангелов, что может быть лучше. Есть такое выражение «поцелован ангелом», то есть человек, счастливчик. Ну, тот, которому вышли вот такие карты, его иначе как счастливчик не назовешь, да? Поэтому вы счастливы, все, вы рождены быть счастливой, и счастье к вам придет. Смотрим следующий. Это знаки стихии воздух. Я иду по зодиакальному кругу, кто не знает. И если у вас солнечный знак воздух, смотрите это как основную стихию, подсказку. А остальные как добавки. Итак, к воздуху относятся водолеи, близнецы и весы. Смотрите, какая карта вам выходит. И здесь написано «Release Jealousy». Но это может относиться к тем, кто где-то имеет чувство, что «Ой, в прошлом было лучше, да? В магазинах было больше всего. У меня было больше молодости, было больше денег, у меня было больше надежд. Там родители были моложе. Ну, еще что-то, дети были маленькие. Что-то в прошлом было лучше». То есть вы завидуете сама себе в вашем прошлом. Этого делать нельзя. Потому что в вашем настоящем, смотрите что. Я специально оставила эти два расклада, чтобы вы поняли резонацию. Это ведь ко всем относилось, да? Вот, может быть, для некоторых это ревность. Ревность, что такое ревность? Если ее немножко, это в принципе нормально. Но если уже вы чувствуете, что слишком много, нужно следить за собой, прослеживать это, да, свои мысли. И сказать себе, нет, это все-таки где-то я поддалась чему-то влиянию, да. То есть отпустить это чувство. Никто никого не possess, как сказать, possess. Но люди нам не принадлежат. Понимаете, если люди с нами, они хотят быть с нами. Он хочет быть с вами, посмотрите, какой расклад. Если бы вышли другие карты, другой был расклад, да? Мы принадлежим себе. Люди нам не принадлежат, но, посмотрите на эти карты. Он принадлежит вам только на одном уровне, на уровне партнерства. Он ваш, он вам принадлежит. Но как личность он принадлежит сам себе. И здесь вот, когда мы так поймем, мы сможем отпустить jealousy, то есть когда идет такое соревнование или же идет такая страстная зависимость, то есть мы его в чем-то подозреваем. Меня просили сделать расклады, изменил ли он мне. Девочки, вот если внимательно будете слушать мои расклады, я всегда все вот это вот озвучиваю, да. По этой карте нет, не изменил. Просто отпустите эту глупую мысль из головы. Она не ваша. Она токсичная, она к вам пришла от низкого плана. Просто отпустите ее. Здесь будет следующая карта. Если вы по Солнцу, знак воды, а это раки, скорпионы и рыбы. Вот здесь будет для вас. И что мы видим? Что мы видим здесь прекрасного? Do the work. Делай работу. Но это самое лучшее пожелание, потому что когда мы психуем, когда мы нервничаем или еще какая-то эмоция, которая нас может убить, когда эта эмоция появляется, мы должны знать, что самое первое – тело. Через тело выходят эмоции, да, потому что эмоции это не в голове. Мы думаем, девочки, что эмоции в голове. Нет, эмоции не в голове, эмоции в теле, в мышцах. Поэтому застой мышечный, он провоцирует плохие эмоции. Здесь написано do the work. Если вы его подозреваете в чем-то, или вы им недовольны, прежде всего сделайте что-то телом. Ну, я не знаю, уберите в квартире, помойте посуду, сделайте какие-то упражнения. Примерьте этот наряд, попробуйте новый макияж нарисовать на своем лице. Сходите куда-то, это самое лучшее, на прогулку, в бассейн, куда-нибудь. Только не к другим людям разговаривать сразу, да? Потому что вот этот психоанализ, он уже, мы уже знаем, он вредный. Он вредный. Это копать, теребить прошлые раны. И эти прошлые раны уже видятся нам еще большими скелетами, да. Do the work, что-то сделайте. И это поможет вам.
На карте написано «недостаточно, только желать чего-то». Да, здесь вот перевод делаю сразу. Недостаточно чего-то желать только. Нужно пожелать и сделать, пожелать и сделать. Вот из этого счастье и состоит. Девочки, кто-то, не знаю, напишите, девочки, мне, пожалуйста, если у вас есть такая возможность. Я иногда читаю по-английски, потом перевожу, и разные отзывы. Некоторым нравится это, некоторым нет. Я в любом случае читаю здесь по-английски, как про себя внутренним голосом, потом говорю по-русски. Иногда вот этот звук другого языка, он как мантра, кстати. Это неплохо. Но это чисто эзотерический взгляд, у вас может быть другой взгляд на это. Я хотела бы узнать ваше мнение, мне интересно всегда. Do the work, делай работу, и все будет хорошо. Такой расклад шикарный, да? Я карты сейчас буду собирать обязательно при вас, потому что это называется магия, сбор расклада. Это аминь с моей стороны. Девочки, с вашей стороны тоже нужно сказать аминь, так как происходит в церкви. А с вашей стороны сказать аминь не трудно, совсем не трудно, намного проще, чем из моей стороны, потому что сделать расклад это нелегко, конечно. Поставить лайк, вот с вашей стороны аминь, это поставить лайк. Пожалуйста, ставьте лайки, это вам поможет, поскольку лайк, он говорит о том, что вы слушали расклад, вот и все. Вы слушали расклад, вы его поняли, или же ваше подсознание его поняло, и вы получили совет. Вот это и означает, вот в этом, знаете, это опять do the work, сделай что-то, да, сделай что-то. Иногда мне пишут слово «благодарю», я очень благодарна за это слово, но на языке YouTube вообще непонятное слово, понимаете. Мы-то понимаем, но YouTube понимает лайк, поэтому будет лучше, если вы поставите лайк. А также можно подписаться на канал, если вы хотите со мной дружить. Я с вами дружу, потому что делаю эти видео. Девочки, кто не знает, преподаю Ленорман, я уже говорю всегда, потому что, может, кто-то и хочет раскладывать карты сам для своей реализации, либо для профессии. У меня 12 курсов. Если вам это по карману, то есть это стоит как хорошее платье, в принципе. Мои уроки недорогие, они стоят как, в общем-то, платье, которое любому по карману. Но если вы чувствуете не по карману, пожалуйста, не нужно этого делать. Поскольку главное, чтобы вам было уютно и удобно. Я вас приглашаю на уроки, конечно, если у вас есть желание, вы найдете, конечно, дорожку на уроки. Ну а если нет, жду вас на следующих видео. Мне абсолютно не важно это все. Я сделала уроки для того, чтобы помогать только людям. Другой цели у меня никогда не было. Всем желаю счастья, обнимаю вас, целую вас в щечку. Вы так прекрасны, вы будете счастливы обязательно. И жду вас на моих следующих видео. Всем добра!